Всем добрый день! Вы на моем канале Философия пива. Я Дуб Сергей. И я здесь рассказываю, как правильно пить правильное пиво с философской точки зрения. Сегодня у нас дегустация и рассказ о вот этом пиве. Это пивоварня Шимай из провинции Шимай, Бельгия. И это у нас дюбель, бельгийский дюбель. В прошлом видео я рассказывал о трипле, а это дюбель. Что означает дюбель? Это двойное пиво. То есть здесь меньше, когда вы варите пиво, меньше воды, либо больше солода закидываете. Трипель это еще больше солода и еще меньше воды. Вот. То есть трипель более крепкий напиток, там от 7 до 10 идет алкоголя, а в дюбелях алкоголя от 6,2 до 7,3. Это 7 алкоголя здесь. Но, что интересно, что дюбели обычно более темные, чем трипели. Трипели у нас светлые. Чаще всего это блонд, а дюбели у нас темные, то есть не совсем прям черные, а начиная от янтарных, красных, ред, темных. Здесь используется солода Кара Мюнхен, мюнхенский солод карамелизированный. Основа идет пилснер и Special B. Я вообще люблю Special B солод. Это очень такой солод. Он не жженый, он темный. То есть карамелизированные сорта, которые дают определенные фрукты. Сухофрукты. И такое не черное, а красноватые, коричневатые вид этого пива. Вот. Горечь дюбелей ниже среднего. На горечь здесь не очень дают. Охмеленность тоже. Битерность тоже. Ну, битерность это и есть горечь. Она не очень. И хмелевые меньше. Здесь у нас должны чувствоваться нотки сухофрутков, опять же гвоздики, может быть банана, если при более высоких, но больше у дюбелей идет гвоздика, вот, при меньших температурах. Сразу хочу сказать, я об этом не говорил, но я буду давать постепенно информацию. Есть у нас два больших вида, вида пива, даже не стилей. Стилей их очень много, множество стилей. А вида это лагеры и эли. Чем они отличаются? Они отличаются только видом дрожжей и температурой брожения. То есть для элевые дрожжи, для элей используются элевые дрожжи, которые бродят при температуре 18-24 Цельсия, и они считаются верховыми, то есть они больше вверху находятся пиво. А лагеры у нас бродят температуры там начиная там от 10 до 14 до 16. Это низового брожения, это лагерные дрожжи. Вот так у нас отличается все, что бродило. То есть это не цвет, как некоторые говорят, что темные это эли, светлые это лагеры, крепкие это эли, легкие это лагеры. Нет, лагеры могут быть как темные, крепкие, и эли могут быть и светлые, легкие и так далее. То есть цвет, битерность, охмеление, это ничего, все может быть как у лагера, и охмеление, и горечь, и у эля любого, и цвет. Все разное. Отличие вот это. Бывает, что есть у нас гибридные так называемые. То есть это когда берут лагерные дрожжи и бродят при высокой температуре. И берут элевые дрожжи и бродят при низкой температуре. Тогда получается, есть такие сорта, которые как бы называется гибридное пиво. Но основа это элевые дрожжи и лагерные дрожжи.
Это отличие лагера отеля. Я буду постепенно давать информацию о пиве, о видах пива, о том, что из чего делают, какие солода используют и так далее. В каждом ролике, потому что должно быть много роликов, много разного пива. Да, все мы используем. Теперь приступим к нашему дюбелю. Дюбели, при какой температуре мы их пьем? Считается идеальной температурой 10-12 градусов Цельсия. Если будет холоднее, мы не почувствуем ароматов, вкусов и запахов, ну, в меньшем количестве. Если более теплое пиво, то может появиться спиртуозность. Вот. Поэтому, ну что интересно, трипели, которые более у нас пьются при более холодной температуре, рекомендуют, а дюбели при более высокой температуре. Как делится температура, я в прошедшем видео это все рассказал. Кому интересно, посмотрите. Наливаем пиво. Так как здесь должно быть много пены, поэтому вначале наливаем по стеночке, а потом уже можно добавлять пену. И тогда у вас все поместится. Бокалы. Бокалы, так называемый, это тропистский кубок, как бы называется. Или еще есть вид тюльпаны на низкой ножке с широким этим, виды тюльпанов. Бокал. Вот из этих рекомендовано пить дюбели. Вот. А это подобное называется, то есть это широкий тюльпан, потому что тюльпаны бывают разных видов. Узкие, зауженные, на длинной ножке и так далее. Все это виды тюльпанов. Вот. Это должен быть на низкой ножке и с широким основанием. Вот. Значит, что мы говорим по цвету? По цвету мы видим янтарный, темно даже янтарный цвет, красноватый цвет этого пива. Вы, наверное, не видите. Попробую продемонстрировать. Не знаю. О! Вот. Видите? Какое замечательное пиво. Я надеюсь, это видно. Если пропускаем свет, это практически красное пиво. Темно-янтарное. Вот. Значит, допускается здесь мутность. Но здесь довольно прозрачное пиво. Так как вторичная ферментация, я уже рассказывал в предыдущем видео, кто не видел, посмотрите. То есть оно, дрожжи, там живые дрожжи, процесс брожения продолжается после того, как закупорили бутылку. И оно делает нам естественную карбонизацию, а не искусственную. Чем отличается, я тоже в прошлом сказал, что естественная карбонизация, когда дрожжи вырабатывают СО2, и оно у нас находится в пиве. А искусственно это с баллонов СО2 газирует пиво. Пена просто замечательная, карамельного такого, светло-карамельного цвета, очень мелко пузырчатая, достаточно устойчивая, вы можете посмотреть. Вот, я болтаю, а оно, как говорится, стоит. Дай бог, чтобы у всех так было. Да, чувствуется тоже сладковатость. Вот такая вот именно, мне сложно описать этот запах. Опять же, я говорю, я по запахам не специалист, поэтому ориентируйтесь сами. Берите это пиво, пробуйте. Вот дюбель фирмы пивоварни Шимай. Вот, кстати, именно вот это пиво сварено, это первое пиво, которое сварил этот монастырь после Второй мировой войны в 1948 году. Вот. И тропист, это означает пометка на пиве, написано тропист, что в стенах монастыря
И доходы от этого пива идут в том числе на благотворительность. Там чуть ли не 90% это на благотворительность. Это монахи варят пиво, они там себе на жизнь оставляют каких-то 10%. Поэтому покупая это пиво, вы еще помогаете людям. Да, достаточно легко на самом деле пьется этот дюбель. Здесь вообще не чувствую, я абсолютно спиртуозности никакой не чувствую, я даже крепости в этом не чувствую. Если в Триполи, не в городе Триполи, а в Трипели в стиле пива в предыдущем видео я чувствовал, что оно там крепкое, но не спиртуозное, то здесь и не спиртуозное, и не чувствуется, что это пиво крепкое. Оно пьется достаточно легко. Что рекомендуется закусывать к этому пиву? Здесь копченые сосиски, копченые колбасы, копченое мясо к этому пиву идет. Могут быть, идет сыр, который делают, кстати, и выдерживают вот в этом пиве Шимай. Они делают специальный сыр, который идет к этому пиву. Но я думаю, что многие виды сыров подойдут к этому пиву. Вот. Особенно мягкие сыры к этому пиву обязательно подойдут. Также десерты с сухофруктами. Здесь и молочный, именно не темный, а молочный шоколад рекомендуют. Вот. Хотя, думаю, и темный шоколад с этим пивом, особенно если шоколад с изюмом, вот с этим пивом будет сочетаться прекрасно. Это то, что с чем подают этот пиво. Значит, температуру подачи я тоже сказал, бокалы я тоже сказал. Что у нас, как употреблять это пиво? Дюбели, они менее крепкие, чем трипели. Но все равно это пиво не для употребления больших объемов за один раз. Это пиво, опять же, для дружеских бесед, философских бесед. И чтобы спокойно посидеть вечерами. Вот. Опять же, я не скажу, что это летнее пиво. Хотя, ну, его можно пить и летом, ну, его можно пить круглый год. Но я люблю такие пиво пить вечерами, зимними вечерами, осенними вечерами. Пить это пиво в душевной беседе или при просмотре фильма какого-то интересного, философского и так далее. То есть питье этого пива, знаете, как говорят, важно не окончить, а важно начать и не бросить. Продолжать. Поэтому за продолжение любых ваших начинаний, чтобы они вам были интересны, чтобы всегда хотелось продолжать, продолжать и продолжать то, чем вы занимаетесь, питьем ли пива или какими-то другими интересными делами. И что еще хотелось бы сказать. Это достаточно бельгийская традиция. Варить разнообразные с добавками, с добавлением несоложенной пшеницы. Это бельгийская традиция. Я думаю, что многие знают, что в основном зародилась она в монастырях Бельгии. Каждый монастырь варил свое пиво. Они очень разнообразные, очень не похожи друг на друга. Но они все достаточно вкусные. Если именно про вкус, а не утоление жажды идет вопрос, то это бельгийское пиво. Если вы
Я вам больше скажу, что это пиво, оно заменяет вино. Если есть любители вина, то они могут спокойно себе попробовать это пиво вместо... Я не говорю отказываться от вина, вы можете пить и вино, и можете пить и вот это пиво. Разнообразить свой, так сказать, рацион алкогольный. Вот. Потому что это тоже наслаждение. Это наслаждение вкуса, это наслаждение запаха, это наслаждение беседой. Это пиво действительно очень способствует душевным философским беседам. Если какие-то я не осветил что-то и остались вопросы именно по этому пиву или по этому стилю, задавайте их вопросы, пишите в комментариях. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Вы увидите очень много видео. Я обещаю, что теперь я буду заниматься именно этим. У меня просто появилось желание и возможность этим заняться, и мне хочется донести все, что я знаю о пиве. Я хочу донести вам. Просто у меня очень много информации, и, возможно, мне хочется сразу рассказать обо всем, но я не успеваю, и поэтому будет много видео, много это. И если я что-то не осветил, задавайте вопросы, что вам осталось интересного по этому пиву. До следующих дегустаций. Всем удачи!